Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой цветочный торт. Торт я украшать буду белково-заварным кремом. На первый взгляд торт выглядит сложным. На самом деле я хочу показать, что если знать принцип, как делаются эти цветы, украшается он совсем не сложно. Простыми очень насадками, не какими-то там особенными, а именно очень простыми, доступными всем насадками. Торт у меня 10 сантиметров в высоту и 20 сантиметров в диаметре. Итак, я покрыла его кремом сверху, уже вот сделала такую горку из белкового крема, и сбоку я тоже покрыла нежно-голубым цветом. Здесь у меня насадка 8 миллиметров открытая звездочка, очень простая, очень распространенная. Сейчас быстро сделаю корзину. Лучше ее делать сидя. Здесь я делаю стоя, потому что у меня, чтобы камеру вам не загораживать. Но сидя получаются очень ровные вот такие вот переплетения. И таким образом плетем всю эту корзину. Видите, начала я сзади, чтобы вот эти вот стыки плетения в корзине не было видно потом в передней части корзины. И таким образом я сейчас делаю всю корзинку. Естественно, сам торт, когда я собирала, я сместила торт на одну сторону подложки, чтобы цветочная композиция спереди у меня поместилась. Здесь делаю окантовку корзины. Сейчас сделаю хлопок. Делаю вот таких, надуваю 5 столбиков. Очень просто здесь делается. У мешка я срезала примерно сантиметр кондитерского. Развела гелевый водорастворимый краситель, обычно кипяченой водой, и просто делаю вот такие вот как бы веточки, да, у хлопка, и серединку немножко обозначаю. И ставлю сразу на торт. То есть, в принципе, здесь эта окантовка, она вся закроется. Пятый цветок я располагаю снизу. Здесь мне хватит только на 4 столбика у хлопка. И, в принципе, с хлопком я заканчиваю уже в этом торте. Делается это очень все просто. И ставлю. Сделала подушечку уже для этого цветка. Здесь вот этот у меня хлопок немножко, видите, наклоняется. Я потом его подправлю. Хризантемы я буду делать очень простые. Взяла желтый, солнечно-желтый краситель. Насадка номер 227 с перемычкой. Сам кондитерский мешок я также окрасила слегка вот этим желтым солнечным красителем. И делаю вот такие вот рядочки. То есть сначала делаем 2 рядочка таких низеньких, а потом раскрываем уже сам цветок. Делается он очень-очень просто. Цветочек готов, ставлю его сразу на торт. И таким образом также и внизу я ставлю рядом с хлопком, я также поставила одну хризантему. И 7-ю также доделываю уже хризантему по этому же принципу. И в принципе хризантемы у меня все готовы. У меня останется еще крем в этом же мешке с этой же насадкой. Я потом доделаю уже на самом торте 2 бутончика. Здесь я буду делать цветы такие фантазийные, цветы ранункулуса. Здесь у меня насадка 124К
Кондитерский мешок я окрасила розовым цветом. Здесь просто он кажется, он концентрированный, что он темный. Сам крем я тоже окрасила розовым цветом. Беру гвоздик. Здесь насадка 104, маленькая роза. Смешала я цвет хаки с зеленым. Я намешала там красного немножко. Здесь на камере плохо видно. Кажется, что все это цвет хаки. На самом деле у этого цвета есть оттенки. Когда смотришь в естественном освещении, то видно, что у этого цвета много оттенков. Делаю вот такое основание у этого цветочка. Будем делать такой фантазийный ранункулюс. Делаем также, укрепляем немножко цветок. Беру теперь насадку 124К и делаю теперь розовый крем. Очень-очень простой вариант этого цветочка. Здесь я показываю самый большой цветок для наглядности. Я его расположу в правой стороне торта, если вот смотреть с фронтальной части. И еще надставляю один ряд, еще над предыдущим рядом, чтобы было такое ощущение как бы углубления в этом цветке. Закрепляю цветочек. И смотрите, с основания гвоздика делаю вот такие как бы произвольные лепесточки. Делается очень просто этот цветок. Ставлю его тоже на торт, как бы немножко вот так сбоку, сзади больше, чтобы акцент такой в торте был, иначе торт будет казаться очень таким покатым без него, без этого цветка. Делаю вот такого среднего размера, по этому же абсолютно принципу, чтобы здесь не занимать просто время в видео. Просто не делаю вот этих боковых больших лепестков. Ставлю уже в центре торта. Здесь очень важно эти цветы не сделать высокими, иначе они будут возвышаться над другими цветами и будет смотреться это очень некрасиво. Вниз также делаю кремовую подушку на подложке и ставлю цветочек. Здесь у меня насадка номер 103, маленькая такая роза, и я делаю такое что-то наподобие фиалок. Подрагивающими движениями такими делаю 5 лепестков фантазийных тоже и ставлю их сразу тоже на тортик. Внизу также я устанавливаю их. И сейчас вот в тех промежутках, где с передней части торта остались у меня места пустые, я из насадки 227 кремом, который у меня остался желтым, делаю вот такие типа бутонов хризантемы, чтобы сделать небольшие желтые акценты и чтобы просто занять пространство. Теперь делаю основание у этих фантазийных фиалок тем же желтым кремом. Просто срезала у кондитерского мешка кончик. И получились вот такие вот цветочки. Здесь насадка лист тюльпана. И цвет такой бледной хаки у меня, у крема. Делаю там, где считаю нужным. Сильно не увлекаюсь этой зеленью. Здесь насадка номер 70, листик 10 мм на выходе. Здесь я смешала цвет светло-зеленый и цвет хаки. Здесь я не хотела делать очень светло-зеленые листья. Такая немножко приглушенная расцветка у листьев получилась. Такая у меня была задумка, потому что кричащие зеленые листья, на мой взгляд, здесь бы просто не подошли. И вот такой тортик совсем несложный у меня получился. Крема у меня ушло белково-заварного из расчета порции на 250 грамм белка. То есть такой торт, он берет много крема. Крем я варила 2 раза. Сначала на корзину, и немножко у меня осталось там на листья. Потом я варила дополнительно крем именно для цветов.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.